Вероника терпеть не могла Надежду. Она ее не просто не любила, она ее ненавидела. «Сидоренко, почему твоя мать не была на собрании?» – спрашивает учитель. «Она мне не мать», – с вызовом отвечает Вероника. «Мне плевать на ваши семейные склоки. Я сказала, чтобы мать завтра была в школе». Учитель писала записку, Вероника молча отдавала ее Надежде, та вздыхала, отпрашивалась с работы и шла в школу. Насколько Вероника ненавидела эту худую, с вечно печальными глазами и собранными в вечную кульку на голове сидеющими волосами, настолько она любила свою маму, мамочку, родненькую и неповторимую. Мамочка у Вероники красавица. Она приезжает очень редко. Это из-за работы. Мамочка тяжело трудится, далеко от дома. Но когда мамочка приезжает и на целую неделю забирает к себе Веронику, счастье у девчонки полная шкала, даже больше. Мамочка привозит красивые вещи. Раньше привозила разные игрушки. Сейчас она как-то угадывает и привозит различные блокнотики, тетради. Таких ни у кого нет, только у нее, у Вероники. Вероника обожает мамочку. Она самая лучшая и самая любимая в мире. Она лучше всех чувствует свою доченьку и лучше всех может успокаивать ее. Когда Вероника сильно заболела, Надежда, она набрала мамочку, а мамочка, как бы она занята ни была, она взяла трубку и долго говорила Веронике разные добрые слова. Веронике сразу стало легче, потому что голос у любимой мамочки лечебный. Она просто обожает свою мамочку и боготворит ее. Часто одергивает людей, подруг, учителей, соседей, которые называют Надежду мамой. Она мне не мама. Еще когда мамочка приезжает, Вероника может видеться с бабушкой, маминой мамой. Бабушка очень больна, но она находит время, чтобы повидаться с Вероникой, когда приезжает любимая мамочка. Папа вечно хмурый, и лишь в дни приезда мамы он начинает улыбаться. Вероника давно это заметила. Он тогда веселый, собирает Веронику, словно она маленькая, смотрит на нее, оценивает, чтобы все было по высшему разряду, и прикрикивает на Надежду, чтобы она проверила, как выглядит девчонка. И это чтобы мамочку не расстраивать, понимает Вероника. Когда девочка была маленькая, она терпеливо все это сносила, все прикосновения Надежды, а теперь она сама уж как-нибудь оденется, чтобы понравиться мамочке. Ах, какая мамочка все же красивая, так вкусно пахнущая, вся ухоженная, не то что это, Надежда. Конечно, папа же знает, как выглядит мамочка и как выглядит это, Надежда. Где уж тут быть веселым? Вероника пришла домой веселая. Она знает, что вечером приедет мамочка и заберет ее. Они поедут по магазинам, посидят в пиццерии, поболтают. А вечером втроем мамочка, любимая бабуля и Вероника будут сидеть за столом, болтать. Мама с бабушкой будут вспоминать, как мамочка была маленькая, как бабушка была молода и полна сил. А потом Вероника ждала с нетерпением этих рассказов. Мама расскажет, как она рожала Веронику, с каким трудом она ей досталась, как мама долго болела, какой страшненькой Вероника была до 3 лет. До 3, да, мам? Мама вопросительно смотрит на бабулю. Да, до 3, а потом смотри, выправилась. Сейчас-то красотка, смотри какая. Вот этих слов и ждала Вероника. Девочка прошла в свою комнату, начала собираться. Интересно, а папа с Надеждой вообще собираются проверять, как она выглядит? Странно, но никто не заходит к ней в комнату. Вероника выглянула из комнаты. Надежда сидела в кресле, закрыв глаза. «А где папа?» – спросила девочка. Надежда молчала. «Папа где?» Оглохла она, что ли? «Папа где? Я к мамочке иду. Ты что, забыла, какой сегодня день?» «А? Да. Иди, я посмотрю. Вроде бы все хорошо», – безразличным тоном сказала Надежда.
А папа где? Он разве не будет смотреть? Папа? Он ушел. В смысле ушел? А когда придет? Наверное, никогда, Ника. Вероника терпеть не могла, когда Надежда называла ее Никой. Что значит никогда? Он? Он ушел к другой женщине. Там письмо тебе на столе. На столе лежала записка. Там отец написал, что уходит от Надежды, а Веронике следует пожить пока с ней. Так тебе и надо, мстительно думает девочка. Папа, видимо, наконец-то понял, какая она. Это Надежда. И ура! Вероника будет жить теперь со своей мамочкой и папой. Папа наконец-то решился и бросил эту гадкую Надежду. Теперь они будут жить счастливой семьей. Вероника не могла скрыть радости и дождаться, когда наконец-то приедет мамочка за ней. Она выбежала, увидев знакомую машину, даже не закрыв дверь. «Мамочка, я так соскучилась, я так рада тебя видеть!» «Вероника», — поморщилась мама, — «но ты уже взрослая, тебе 12 лет, а ведешь себя словно дикарка. Надо учиться сдерживать эмоции». Мама будто была недовольна Вероникой. Вероника постарается и будет примерной девочкой. Мамочка была вся какая-то расстроенная. Она без желания поводила Веронику по магазинам. В пиццерии они молча ели пиццу и поехали к бабушке. Бабушка открыла им дверь и отстранила от себя Веронику. «Извини, я очень себя плохо чувствую. Мне нужно прилечь». Бабушка легла на диван и положила на лоб смоченную в воде белую тряпочку. Вероника оглянулась. «Где папа-то?» «Вероника, нам нужно поговорить с бабушкой. Посиди на кухне, пожалуйста». «Хорошо». Девочка прошла на кухню. Мать плотно закрыла за ней дверь. «Что делать, мама?» «Я не знаю. Это твои проблемы. Вот и разбирайся с ними сама». «Да? А не ты ли мне устроила эти проблемы, мама? Не ты ли не дала мне тогда сделать этот аборт? Ты же говорила, что будешь помогать мне во всем, мама. А теперь сложила лапки. Что я скажу, по-твоему, Себастьяну и детям? Знакомься, это моя дочь из России, которая там со своим отцом и мачехой жила, а теперь, когда ее папаша... Это твоя дочь, Люда. И что? Как ты говоришь, это и твоя внучка тоже. И по твоей дурацкой прихоти я жила с нелюбимым человеком и нежеланным ребенком 5 лет. 5 лет, мама!» Вероника осторожно приоткрыла дверь, вышла. «Мама, а где папа?» Тихим голосом спросила она. «Что? Какого? Иди на кухню, быстро!» С красным, перекошенным от злости лицом сказала мамочка. «Одни проблемы. Зачем только я приехала вообще?» «Ты просто побоялась, что твой богатый заграничный муж узнает твою постыдную тайну», подала голос бабушка. Вот и примчалась. «Мама, где папа?» «Да откуда я знаю, где твой папаша? Нашел себе бабу, свинтил, а на меня повесил свои проблемы». «Какую бабу? Разве он не вернулся к тебе? Разве вы не вместе? Разве мы не заживем теперь семьей?» «Что? Ты совсем сбрендила? Это тебе папашка твой наплел?» Вероника никогда не видела мамочку такой злой и некрасивой. «На черта он мне сдался! Ненавижу всех вас, ненавижу!» «Людмила!» — прикрикнула бабушка, сев на диван и спустив ноги. «Как ты смеешь? Это твой ребенок!» «Да мне плевать! Слышишь? Плевать! Ребенка жалко? Так забери ее себе! Забери!» «Ты же знаешь, что я не могу! Я больна!» Всю жизнь ты вставляешь мне палки в колеса. Ты мне завидуешь, ненавижу тебя!» Раскричалась мамочка. «Ты заставляешь меня носиться с этой девчонкой, изображать из себя любящую мамашу, а я не чувствую ничего к ней. Ясно?» «Ты чудовище, Людмила, чудовище!» «Да,
Это ты меня такой сделала!» Вероника тихо оделась, оставила все купленное мамой Людмилой и пошла на остановку. Она знала, как доехать до дома, не маленькая уже. Позвонила в дверь. Надежда открыла дверь и отступила внутрь. Глаза ее были заплаканы. Она смотрела на Веронику. «Прости меня. Ты всю жизнь старалась быть мне мамой, а я — гадина. Прости». Надя прижала к себе девочку, и обе они так и стояли в коридоре, обнявшись, и тряслись от мелкой дрожи, тихонько плакали. Дочь, которая наконец-то обрела мать, и мать, которая прижала к себе своего ребенка. Вечером, лежа в кровати, Ника, попросила маму лечь с ней и поболтать. Так они делали с Людмилой, а теперь так будет с мамой, решила девочка. «Меня заберут в детский дом?» «С ума сошла! Я тебя не отдам никому, ты мой ребенок!» «Простишь меня? Мне так стыдно!» «Забудь об этом!» Позже Ника узнала, что отец действительно любил ее родную мать, а она нет, просто проводила с ним время в поисках лучшей доли. Они начали жить вместе, когда родилась Вероника, но мать не могла представить себя в роли матери, жены и домохозяйки. Она постоянно плакала, закатывала концерты, уходила из дома, оставляя маленькую Веронику на отца. Потом решили, что ей нужно выйти на работу. Вопрос с Вероникой решили быстро. Нашли няню, Надежду. Матери предложили поехать за границу, и она уцепилась за эту возможность. Сначала приезжала так часто, как могла, и даже стала хорошо относиться к девочке. А когда Нике исполнилось 5 лет, заявила, что выходит замуж. Попросила ее не искать, не звонить. Она будет приезжать по мере возможности и проводить время с девочкой. Так она обозначила дочь. Девочка. Надежда осталась при Нике и постепенно стала женой для Вероникиного отца. Они расписались, но счастья женщине это не принесло. Он запрещал ей одеваться красиво, делать прически, мотивируя это тем, что одна докрутилась хвостом, оставив его с грузом на шее. А теперь он нашел любимую женщину и попросил у Надежды развод. Что будет с девочкой? У нее есть мать и бабка. Он 12 лет посвятил этому ребенку. Теперь пусть они. Конечно, Надежда с Никой выиграли суды. Родители не противились. Мать прислала письменный отказ. Отец тоже был не против, чтобы девочка оставалась человеком, которого знает чуть ли не с рождения. Вероника учится любить свою маму. Учится произносить это слово без услужливости и желания быть любимой, а просто потому, что говорить «мама» – это так естественно. «Мам, давай тебе, как у тети Тани, прическу сделаем. Тебе подойдет каре». И мама, улыбаясь, красит волосы и делает каре. «Вау, мама, какая ты!» «Что такое, Никуш? Что-то не нравится?» «В том-то и дело, что нравится. Смотри ты, какая красотка! Кто-нибудь обязательно уведет мою мамочку». «Глупенькая, ты у меня одна, единственная любовь». Что удивительно, квартира, в которой жили Надя с Вероникой, стала какая-то светлая, заиграла красками. А еще они ездят навестить бабушку Ники. Она действительно больна, но справляется сама. Бабушка постоянно просит прощения и ждет своих девочек, Надюшу и Нику. Квартиру она завещала внучке. «Надюша, ты уж проследи, чтобы Людмила не обманула Никушу». Надежда пообещала, конечно. У Людмилы 2 детей от ее мужа-иностранца. Контакты с родной дочерью у нее потеряны, да та и не страдает. Когда кто-то из знакомых называет Людмилу ее мамой, Ника дергает плечом и говорит, что эта женщина ей не мама. Жаль только, что она это поздно поняла. Но ничего, у нее с мамой Надеждой есть еще много времени, чтобы все наверстать.
Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.